crops, которые посев, сельскохозяйственная культура, которые сгруппированы. Видите, например, зерновые. И какие зерновые? С семенами вот этих постепенно разберетесь, несложно запомнить. Например, это пшеница. И сразу после того, как вы разливаете тут эту пшеницу, появляются эксперименты, связанные с пшеницей. Или, например, мейс, кукуруза. Или другие культуры бобовые. И так далее. Как мы уже сказали, около 40 разных культур, которые сгруппированы. Вот эти как бы общие группы. Бобовые, овощные и так далее. Далее вы видите так называемые прикладные программы, applications, прикладные, для сезонного анализа, для севооборотов, поскольку вы знаете, что на самом деле все на сельскохозяйственном поле происходит последовательно, меняя культуры, которые мы выращиваем. Дальше вы видите вкладки, которые связаны с данными, например, soil, или погодные данные, дневные. Поскольку данных довольно много, оно сейчас загружает. Оно возьмет некоторое время для загрузки. Больше 1000 разных станций для разных стран и так далее. Можете добавить сюда, конечно, свои климатические данные, генерирование, месячные данные. Дальше информация, связанная с конкретными культурами, генетические коэффициенты, экономические данные и так далее. И так далее. Вот это такой выборка, селектор из панель соответствующая. Как правило, на третьем панели, на правой панели, выходит информация, которая связана с выбором на второй панели, что мы выбрали. Раскрывается следует. Вид эксперимент. На этой панели она также меняет, поскольку как только я выбираю эксперимент, сразу внизу появляются, какие опыты были включены в этот эксперимент, какие отдельные опыты, вот разные опыты могут быть включены и так далее. Вы научитесь, как создавать эти эксперименты, как создавать соответствующие данные, и потом, после этого, довольно легко работать с программой. Потом, после этого, вы видите меню, документацию и поддержка. Со временем вы познакомитесь со всеми, потому что вы активно будете работать с этим интерфейсом. И такой вводный для начала, для вводный курс. Есть еще панели, таблички, вкладки. Это эксперимент, это связанные данные с экспериментом, с выбранным в этот момент. И могут быть сюда появляться и выходные данные, которые сейчас отсутствуют, потому что мы еще не запускали модель на исполнение. Как только вы выбираете какой-нибудь эксперимент на этом экране, и видите, что активируется эта кнопка, которая показывает такую подсказку Run the Crop Models. Исполнение модели. Запуск, погонка модели. Активируется только после выбора этой эксперимента. Вот это основные панели. Она меняется, как видите, можете менять размеры спокойно.
или максимизировать это на экране. Michelle, I just explained the details, and now we can go with the first simulation, and I'd like you to guide me. Okay, so you're going to continue to share your screen, and I'll just go through step by step. Yeah, it's already Okay. shared, so you should see on your screen as well. Okay. Okay, so we're going to now demonstrate running one of these crop experiments that Baktang just showed you. Так, ну а сейчас... Да. Пожалуйста, Бактанг. Давайте я продолжу, поскольку мы сейчас будем... Если перевод не нужен, вы мне просто скажите, ну, или пока, мне переводить, или вам. Да, пока нет. Пока Окей, поскольку хорошо. да, мы с Шерлом будем работать, пока нет. Спасибо. Хорошо. Значит, мы выбрали сейчас на экране вид. Показаны эксперименты, 3 эксперимента, которые проведены в разные годы. Вид. Please go ahead. Okay, so in the right-hand panel, you see the 3 wheat experiments. We're going to click on experiment number 3. Мы выбираем щелком на этом, вы видите, на левой стороне вот здесь такие This is a wheat checkbox, и выбираем. This is a wheat experiment that was conducted in Canada in 1975. Это эксперимент связан с экспериментами, которые были проведены в 1975 году в Канаде. So we can select the experiment. Baktang's already selected it by checking in the checkbox. And when you check that, you'll see a list of 14 treatments. Когда мы выбираем эксперимент, сразу автоматически выбирается 14 опытов, называем их treatment, 14 разных опытов. So this is a water by nitrogen experiment. There are 2 levels of irrigation. One is rain-fed, the other is irrigated, and 7 levels of nitrogen application. Это комбинация орощения с использованием азота, azota. 2 опции для орощения – это орощаемые и погарные. И 7 опций для удобрений. Комбинация 2 получается 2 на 4, 2 на 7 получается 14 комбинаций. Орощение с удобрениями. И вы видите еще, да, I'd like to say the numbers. И вы видите конкретные величины удобрений, которые были применены в названии. Это хорошее, потому что вы имеете дополнительную информацию, что содержит это испытание. Например, 0 никаких удобрений, 20 килограммов и так далее. Okay, and in the bottom panel below that, we can see that the actual details of the experiment are listed. Through the course of our series of lectures, you'll learn more about what is contained in this experiment. For now, I'm just noting that you can look at the details here. И на этой панели вы видите дополнительную информацию, связанную с каждым опытом, который вы берете. Настоящий это для... Okay, so to run this experiment, we go up to the top of the screen and click on the run icon. Для того, чтобы запустить моделирование этого эксперимента использованием WIT, выбираем кнопку Run, запуск.
So this opens a new window, the DSAT 47 simulation window, and it shows the list of treatments for the 14 treatments that we've selected and the experiment that these treatments belong to. После этого открывается дополнительное окно, которое называется Simulation, моделирование, симуляция, и оно содержит опыты, испытания, которые входят в этот эксперимент. Всего 14. So to the right of the screen are a selection of buttons. We're going to select the Run Model button. На правой стороне вы видите еще дополнительные кнопки. Мы будем выбирать Run. Еще раз Run Model для того, чтобы запустить симулирование. And when you click Run Model, it's actually going to run the cropping simulation model of VSAT. It runs in the background. We don't see the run happening, but the computations are occurring on your computer when you click this button. Мы сейчас кликнем на этот button. Вы видите, что запускается программа на выполнение. Мы не видим само исполнение, но по завершении получаете вот такое. Okay, the simulations are complete, and we click OK. Can I interrupt here? Yes, sure. So what we just did is we simulated 14 individual crop management scenarios, and the model operates on a daily time step. We really haven't talked about that. And we start at what we call a start of simulation date, which could be before planting. And the model updates all the information internally on at least a daily basis, some cases more frequently, until the model reaches maturity. So this operates at daily time steps, and each day we update the information. So we've done a lot of calculations in the background, but we're able to simulate 14 growing seasons in a couple of seconds, very fast. В течение этой симуляции мы запустили 14 разных агротехнических вариантов, которые были включены, и модель смоделировала в течение доли секунд. Все эти исполнения происходят шагом в один день. Вычисления начинаются до посадки, несколько раньше, может быть, это 2 недели или месяц. Симулируется весь вегетационный сезон, начала до конца. И, как видите, мы довольно быстро сделали это все, в течение доли секунды. Okay, so now we want to take a look at the results of those simulations that we've just done. And we can do that within the same simulation window. We click on the Analysis tab up at the top. После того, как мы завершили все это, мы, наверное, хотим уже посмотреть результаты. Где мы можем найти результаты? Прямо в этой окне, на вкладке Analysis. So we have the model, который связан с симуляцией, и Analysis, результаты. So what we have here in the analysis window is a list of all of the output files that were just created as we did the simulation on those 14 treatments. Что вы получили в этом окне? Это результаты моделирования всех 14 опытов в этих разных файлах, которые вы видите на экране. Файлов довольно много. So many of these files are daily output files, and we can look at time series graphs, but some of them are summary files. They're text files that we can view. We're going to start out by looking at one of the text files. Yeah, 1 second.
Многие из этих файлов содержат временный ход некоторых параметров, временные данные. А некоторые файлы будут содержать так называемые суммарные данные, которые можно просмотреть в текстовом режиме. Значит, два временные данные и суммарные данные. Okay, so the first file that we're going to look at is called overview.out. So we're going to click on the box to the left of overview.out. Первый файл, который мы посмотрим, это так называемый overview, обзор. И оно имеет расширение, как и все файлы, out. OUT, out. Все файлы имеют одно и то же расширение, указывающее, что они являются выходными файлами. So overview.out is a text file. We cannot plot it, but we're going to view it. Это является текстовым файлом, мы не можем нарисовать, мы можем только просмотреть данные, которые находятся в этом файле. This file contains an overview of the simulation inputs and outputs for each of the 14 treatments. Этот файл содержит входную информацию и выходную информацию для каждого из 14 опытов, которые мы смоделировали. So up at the top, we have some general header information about the simulation that we just ran. The first simulation was a 0 nitrogen rain-fed simulation, and that's indicated in the treatment name. And there's other information about the crop model that was used, the name of the file, and so on. Информация, которая находится в начале, содержит такую общую информацию. Это было первое, исполнение первое, что оно является опытом без удобрений, zero значения, 0, как вы видите. Модель, которая была использована. Информация, связанная с экспериментом, где файл находится и так далее. Общая информация об опыте. Just below the header information are some key input parameters and options selected by the user. In this case, it tells us the crop, the cultivar, the ecotype, and some other important input data, such as the starting date, the planting date. Другая группа показывает более детальную информацию, какая культура была выбрана, сорт, название культивар, сорт, мениту, экотайп, какому группу экотипов принадлежит, начало симуляции, дата сева и так далее. Вы постепенно разберетесь с этой информацией, как дальнейшая работа. Below the summary of inputs, we have a summary of soil and genetic input parameters. Это представляет итоговую таблицу для входных данных почвы и культур, генетическая информация и почвенная информация. So these are an echo of the input data that we're using to drive the model. Они представляют как бы эхо той информации, которую мы вводим для моделирования. Как вы видите, каждый из них начинается вот такой символом, и оно имеет, каждая секция имеет свое заглавие. Star и заглавие каждой секции, сгруппированы по содержанию. Okay, so below the soil and the genetics, Vakhtang, did you point out the genetic parameters? Вот это параметры, которые связаны с генетикой, культурой, генетические параметры.
По этим параметрам модель понимает, что это за культура, какой сорт и так далее. Генетические параметры для пшеницы и сорта определенного сорта. And below the genetic parameters, we see another section that's entitled Simulated Crop and Soil Status at Main Development Stages. This is a summary of some of the chronological stages that were simulated for treatment 1. Дальше мы видим смоделированные результаты культуры и почвы в хронологическом порядке, которые некоторые связаны с развитием фаз, тогда некоторые связаны с показателем урожая и так далее. Итоговые значения. Okay, so for each crop growth stage, it provides information on the crop biomass, leaf area, leaf number, and the crop nitrogen status, as well as any water or nitrogen stresses. Для каждого опыта, входящего в этом эксперименте, оно представляет детальную информацию о фазах, об урожайности и так далее, включая азот в почве, растениях, разных органах и так далее. Вот детальная информация об основных стадиях роста и развития. Okay, and below this, we have another section called the main growth and development variables, if you'll scroll down. Can, Yeah, this one up. okay, There. can you scroll down? To success factors. Yeah, scroll down to the next section on main growth and development variables. Okay, I'm going to the next. So I was there. So Okay, they are here. now I They are can here. see it. Yeah. Yeah. Okay, so the next section is the main growth and development variables. This shows us a comparison of the simulated variables and some measured variables that were collected in the field. Да, на этом, в этой секции вы видите параметры, которые связаны с ростом и развитием, которые распределены в моделировании, под simulated и измеренные measured. И на левой колонке вы видите сами названия параметров, названия самих параметров. So the measured values were provided by the user in separate files. We will show you how to create those inputs later in the course. Измеренные значения вводятся пользователем в отдельном файле, и мы потом посмотрим, как оно создается. The minus 99 values indicate that some variables were not measured in the field. Those are considered to be missing values. Величина с минусом 99, минус 99 показывает, что вот эти величины, они не были измерены, они отсутствуют. Так что, когда вы видите этот символ, минус 99, это значит, что величина отсутствует. Или 99.0 отсутствует. Okay, we're going to scroll down to the next section, which is the environmental and stress factors. Следующая секция – это так называемые факторы, которые выражают стресс с разных факторов и с окружения.
So this окружение has кислот. Yeah. this has outputs per development phase with average values of environmental variables such as temperature, solar radiation, rainfall, and also average values of some of the plant stresses, water, nitrogen, and phosphorus. В этой таблице вы видите значения по фазам. Это фазы, разные интервалы развития растений. Среднее значение этих параметров течения этих фаз, а также среднее значение стресса в течение этих периодов, которые испытывает растение. Значит, среднее значение в определенных фазах окружающих параметров и стрессовых величин. In this experiment, we were not simulating phosphorus growth, and so you see minus 99 in those columns because those were not simulated. В этом эксперименте мы не моделируем использование фосфора растениями, поэтому в соответствующих графах то, что относится к фосфору, вы видите значение как пропуск. Минус 99. The next section below this is on resource productivity. So this is a summary of how much crop was produced per amount of water, precipitation, evaporation, transpiration, and also how much crop was produced per amount of nitrogen taken up. Следующая секция показывает продуктивность использования ресурсов. Значит, сколько влаги во время транспирации или поглощения с почвы, или азота, или других веществ ушло на производство единичной продукции урожая. And then finally at the bottom, we see the total yield that was simulated. И в последней графе вы видите финальный урожай в сухом веществе в килограммах на гектаре. The same information is repeated for each of the 14 treatments. Та же самая информация повторяется для каждого последовательного опыта. Это второй опыт, третий и так далее. Вся та же самая структура. Всех 14. Okay. So we're going to close overview.out now and look at one of the daily time series outputs. Мы завершили рассмотрение одного из файлов, который содержит такое итоговое величине в конце сезона, вегетационного сезона. И сейчас посмотрим на некоторые временные ряды. Okay, so back in the simulation window, we're going to select plant grow.out. И выбираем файл plant grow. Название такое стандартное название во всех симуляциях. Название выходных файлов стандартное. Это называется plant grow, связанное с ростом растений. Okay, we know this is a file that has daily outputs, and so we can use the plot button to view the time series of simulated and observed outputs. Мы знаем, что оно содержит временные ряды, результаты моделирования, а также результаты наблюдений, поэтому мы выбираем графическую утилиту plot. So Vakhtang, that is going to bring up a new application, so you may have to share it separately. We don't yet see gbuild. We don't see it, okay.
I shared entire screen, so enjoy it is not there. Sometimes gbuild goes behind the shell. Oh, it was on my screen. Oh, we don't see it. Yeah, we still see DSAT. Okay, 1 second, I will try to. You may have to just minimize DSAT. I will share will stop the sharing with this screen and I will show that one. Can you see it now? Not yet. It just says you have started screen sharing, but all I see is a black screen. Okay, let me stop once again. I just shared only that part that is related with the screen. Gbuild. Share. Still not there? Nope. Do you want me to share my screen? I'm just running the experiment now. Okay, let me stop then and yeah, try. It seems that my has some. Remember earlier you had your computer had issues too. Sometimes. You can see my screen? Yes, ma'am. Yes. Okay, so this is gbuild that came up when we hit the plot button on DSAT. Эта программа называется Gbuild. Когда мы нажали на кнопку plot, оно появляется автоматически. Okay, so we see up at the top, we see the file that we have just opened. На левом верхнем углу вы видите название файла, Android.out, который мы только что выбрали. And there's two panels. On the left, we see a list of variables that we can view with this plot. These are variables that were simulated and have been output to this file, plantgrow.out, on a daily time step. И видите две панели. На левой из них это параметры, модели, которые были смоделированы, они содержат результаты. И на правой стороне это связанные опыты. We can see two variables that are bold. Those are variables that we have observed values for. Две из этих переменных вы видите такими bold, более темном цвете. Да, да. Которые содержат данные, измеренные данные, наблюдения. So I'm going to select top weights because it's bold and I want to compare that to my observed values. И выбираем параметр, который содержит информацию о надземной биомассе. I'm going to select all treatments. So we're going to look at 14 lines, so 14 graphs of simulated data. И выбираем все 14 опытов, которые должны содержать все моделированные данные. Okay, I could select these one by one, but I just chose to look at all of them. Вы можете выбрать по одному. And then I'm going to click the next button. Нажимаем следующее, кнопку следующее. And this brings up a graph of the 14 different treatments that we just simulated. И вы получите графическое изображение всех 4 опытов, которые мы смоделировали. So on the x-axis, we have time in days after planting. На абсциссе, на горизонтальной линии, это дни после посадки. And then the y-axis represents kilograms per hectare of top weights, which is also above ground biomass.
И на вертикальной оси вы видите килограмм на гектаре надземной биомассы. The solid lines are what we simulated. Сплошные линии смоделированные переменные. And the individual points are what were observed in the field. И индивидуальные точки, они представляют измерение наблюдения. Okay, so this shows fairly good correlation and good response to the water and nitrogen variables that were collected in the field and that were Она simulated. показывает довольно хорошее согласование, корреляцию, которая была найдена между смоделированными верхней частью растений и ращением и удобрением. Okay, so we can click on the back button to go back to the menu. И можем нажать на кнопку «Назад», «Back», чтобы вернуться к главному меню. And if we want to look at the actual, the harvest product, so this is the grain that was grown. We don't have measured values for that, but we can look at what the simulated values are. И если мы хотим посмотреть на урожай зерна, оно не содержит измерения наблюдения, но мы сможем посмотреть, как оно смоделировало этот параметр. I click on next. Нажимаем на следующее и получаем урожай зерна, килограмм на гектаре, моделирование значения, только моделирование значения. And we see a large response of nitrogen and water stresses on the crop growth. И мы видим такую большую разницу ответа растений на удобрение и ращение. Are there any other variables that you would like to look at? Хотите ли вы посмотреть любые другие переменные? I realize we're past our time already, but we can show a few more things if people want to stay on. Еще просрочили несколько минут, но если вы хотите, чтобы посмотреть дополнительные переменные информацию, пожалуйста. Maybe you want to show the at least the weather data that goes into you running the model because of their interest in the background. Do you want to show it as the weather.out? Yeah. Okay, so we're going to close gbuild. И закрываем окно gbuild. And okay, so I was sharing that, so let me share. Just show it in Gmail again, then yeah, rather than Okay, showing the file. but all right, so I'll just have to tell them what file. Сейчас посмотрим данные, погодные данные, которые были введены в модель с использованием опять-таки. Oops, this is still Plancro. Hold on. Or you're not sharing your screen. All right. Если у вас есть какие-нибудь вопросы, пожалуйста, чувствуйте свободно и... I've lost gbuild now. Hold on. Here we go. Can you see gbuild? Yes. Yes. Okay, so I've now selected weather.out. С того же списка мы выбрали другой файл, который имеет название weather, погода. Открыли с помощью gbuild, и сейчас посмотрим, какие данные там. So everything in this file has been input from the user
It's all the daily input parameters. Actually, some of these were calculated by the model, but they are considered to be input. We've got precipitation, day length, twilight. Let's just look at, for now, Все данные, precipitation. которые вы видите здесь, были введены пользователем. Некоторые из них были вычислены. Давайте посмотрим на осадки. I'm going to select all runs again И все опыты. and click next. But here we have only one line. Здесь мы имеем только одну линию. And the reason is that all 4 treatments use exactly the same weather. И причина этому, что все опыты были с использованием с одной и той же с погодными данными, с одними и теми же погодными данными. В данном случае осадками. Те же самые. Для всех 14 опытов. Okay, I'm going to show how to, instead of having days after planting, if you prefer to look at by date, we can go up to options. Оно показывало Choose данные после, дни после посадки. Сейчас мы посмотрим, изменим формат, посмотрим хронологическую дату. Is that good, or should I show it again? That's good. And now we have everything by date. И в этом случае вы видите актуальную дату. I'm going to go back and look at temperatures over the growing season. Назад. Убираем температуру, чтобы посмотреть, каким оно было в течение сезона. Две температуры, максимальная и минимальная. Okay, and I'm just going to select one treatment because they're all the same. И только один опыт с этими двумя. И видите, изменение температуры, минимальной и максимальной в течение вегетации, в течение симулирования модели. And again, these are user inputs. Опять это данные, введенные с пользователем. And we can look at things like day length, the twilight length. Следующие данные это связанные с длиной дня. Okay, this was Canada, very long day length. Это Канада, сравнительно с длинным величиной дня. And you emphasize this is calculated, as not an input. And those values are, эти значения are вычислены с помощью модели. Это не введенные значения, оценки с помощью модели, вычисления с помощью модели. Solar radiation. Солнечная радиация. Дневные значения. Are there any questions? Any other variables? Вопросы? Вы хотите посмотреть что-нибудь другое, какие-нибудь специфические параметры? So I want to emphasize that in order to run the model, we need daily total precipitation, maximum and minimum temperature, and daily total solar radiation. So that's the minimum to run the model. Для того, чтобы сделать симуляции, погонять модель, нам нужны вот эти 4 параметра, дневные значения, осадки, солнечная радиация, максимальная и минимальная температура, за дневные значения. Do we want to look at any other things, or we're already past time? Yeah, I think maybe you just need to wrap it up. So any other questions about what we've done so far? For how many years we need the input data in order to calibrate it for
for the crop? Вопрос от Жанны Багалеевой, вопрос о том, за какое количество лет нужны данные для того, чтобы можно было эффективно калибровать модель. So the minimum would be at least one growing season for calibration, but that will not provide us with a very robust calibration. And we have some lectures later on where we talk about calibration procedures and the pros and cons of having one environment versus multiple environment for model calibration and evaluation. Ну, что касается самого минимального срока или минимального объема данных, которые требуются для калибровки модели, это данные за какой-либо продолжительный вегетационный период. Это самый-самый минимум. Но в любом случае у нас будут отдельные лекции по калиброванию моделей, и там мы поговорим о том, какие могут использоваться параметры, какая информация может использоваться для калибровки, например, данные, которые поступают из различных зон с различным климатом, то есть из различных географических зон. Также поговорим о плюсах и о минусах использования различных способов калибровки. В любом случае будет отдельное занятие именно по калибровке. I do want to emphasize, what we just did, we can run this already for any of the 4 countries. If you provide daily weather data from your location, local soil data from your location, local crop management, the model will run. The only thing we will not have is your local variety. But we could take the variety from Canada we just ran and run that for Uzbekistan or Kazakhstan immediately. Но вот что касается текущего момента, да, мы можем уже сейчас, если у вас есть данные, например, по почве, данные по каждодневной погоде, данные по по различным мероприятиям по управлению сельскохозяйственными культурами, то вы можете эти данные уже загрузить в модель, прогнать ее на основе этих данных, но для культур, для сортов и культиваров, то есть выведенных сортов, которые в системе уже существуют. В данном случае, например, вот у нас была модель по Канаде. And for some of the crops we've provided what we call generic cultivars, so we have a short season and a long season, and just to evaluate to see it will work for your conditions. Также в системе моделирования предусмотрены так называемые усредненная модель, то есть максимальные и минимальные усредненные параметры, которые также могут дать представление о том, как ваши конкретные сорта или культуры поведут себя в усредненных